Всем привет! Вы на канале Car Imprint. Сегодня мы установим автоматический привод двери багажника на автомобиль X3 F25. Особенностью данного видео является то, что мы будем использовать приводы от автомобиля X5 кузов F15. Итак, поехали. Так, что мы имеем? У нас есть два привода, левый и правый. Привод двери багажника. У нас есть электронный блок управления крышки подъема багажника. И основная особенность то, что у нас эти два привода у нас от F15 кузов, то есть BMW X5 F15. Они мне достались просто так, поэтому такой спортивный интерес, можно ли их поставить на BMW X3 F25. И просто так поставить не получится, это понятно. Нам понадобится еще два вот таких вот кронштейна. И вот эти вот кронштейны, которые установлены у нас вот здесь, мы их поменяли местами, чтобы нормально вот так вот поставить. Просто чтобы вот этот шарнир чуть-чуть отдалить от центра закрывания замка. То есть если мы их поворачиваем и меняем их местами, правый на левую сторону, а левый на правую, соответственно мы этот шарнир в ту сторону отдаляем от центра замка. Ну, в общем, давайте попробуем. Блок я уже установил, потом покажу, где он находится. Блок у нас тоже от F02. Но на самом деле это не важно. До 2016 года блоки можно использовать практически от любого кузова. Так, сейчас мы установим приводы, левый и правый. Ну и там посмотрим, как будет закрываться и так далее. Функционал проверим. Начинаем. Так, я сейчас установлю вот эти кронштейны. Сразу два привода и потом покажу, как это будет выглядеть. Так, установил, вот они вот так вот у нас сели здесь. Проложу провода от блока сюда, я уже проложил провода по стойке. Сейчас мы подключим просто. Ну и потом посмотрим, как это работать будет автоматически. Так-то у нас все закрывается здесь. По зазорам тоже все нормально. Закрывается по зазорам все хорошо. Перекоса нет. Ну, смотреть надо, как автоматически работать будет. Так, минус у нас здесь подключен. А плюс сейчас подключим к заднему блоку предохранителя, как на этой схеме. Так, вот так у нас выглядит электронный блок управления приводом багажной двери. Я его уже установил. Сейчас провода проложил. Все подключил. Приводы подключил, установил. Сейчас это все тряпичной изолентой обмотаю, зафиксирую и дальше покажу, как подключен, каким предохранителем у нас подключены два провода питания. Так, здесь все сделал, теперь подключаем питание. Я здесь приемку уже такую подключил. Как я это делал? Беру вот такую шпаргалку. Помимо вот этой вот схемы, у меня здесь есть шпаргалка, и он показывает, вот эта шпаргалка нам показывает, какой предохранитель на привод багажника. Вот 200, как на схеме, и вот этих нет, 137, 141. Соответственно, это у нас основное питание. Обращу внимание, что если на вот этот 200 там плюс подается не всегда.
То есть если на этот контакт вы подойдите плюс, скажем, где-нибудь отсюда возьмете от аккумулятора напрямую, багажник работать не будет, и высти будет писать у нас КЗ привода, даже двух приводов, левого и правого. Поэтому учитывайте, что вот этот вот контакт, то есть основной наш плюс, обязательно должен подключаться к вот этому 200. Где он здесь? Где он? Вот он здесь. Вот он, 200 предохранитель. Вот он здесь. Я времянку сюда пока бросил. Сейчас с обратной стороны подключу его. Нормально сделаю. Просто я проверял. И через обязательно предохранитель на 40 ампер. Второй плюс точно так же через предохранитель, как на схеме, собственно говоря. Все, давайте делаем. Так, привода вот здесь. Снял вот эту панель целиком не снимал, просто ее отогнул, эту панель. Здесь у нас есть саморез. С двух сторон одинаково. Она снимается, отщелкивается. Не показывал, как это делал, потому что я думаю, все интуитивно, понятно. И, соответственно, сюда провел провода, здесь их соединил. Вон они там находятся, эти провода. Тоже тряпичкой все желательно обмотать, чтобы нигде ничего не звенело. Все здесь по длине, после того, как я эти кронштейны перевернул, местами поменял слева направо и перевернул их. Вот так вот. По длине вот эта гофра у нас все отлично, как родная. Так, сейчас все соберу и попробуем уже снаружи окончательно, как это работает. Посмотрим. Значит, еще хотел сказать по блоку. Я этот блок купил как блок для семерки, но на самом деле есть и более старые версии этих блоков, они тоже будут работать. То есть неважно, можно использовать блок от F30, от F02, 01, F07, F25. По поводу F15 там нужно быть осторожным, потому что у них отличаются привода в зависимости от года. Ну и блоки точно так же, поэтому F15 не знаю точно. Но знаю, что вот то, что я уже сказал, эти кузова, от них можно использовать. Так что если будете себе делать такое дооснащение, имейте в виду, что не обязательно искать блоков конкретно для F25. Они везде одинаковые и точно такую же функцию выполняют. Можно это проверить, вывести, посмотреть схемы электрические, и вы сами убедитесь. Кто смотрел мои предыдущие видео, те знают, что я уже установил предварительно, здесь установил доводчик багажника от F02. Здесь он прячется и отлично работает. Так, ну и у нас финишная прямая. Вот так вот они установлены здесь. Вот приводы. На мой взгляд, выглядит, не могу сказать, что как-то дико или как-то не эстетично. Что-то не отсюда. Давайте проверим работу. Я добавил в этот блок управления багажником вот эти две кодировки, чтобы можно было закрывать кнопкой на пульте и открывать. Я еще раз скажу, что я не устанавливал кнопку на вот сюда, на панель. Я ее не устанавливал, покупал. Просто добавил вот эти две кодировки и проверяем, как работает. Короткое нажатие. Длинное нажатие. Еще раз. Все работает. Ну, что сказать. Можно, конечно, долго говорить, почему не поставить приводы для F25. Можно, конечно, но так как у меня эти приводы были и просто не было блока, я не тратил на них деньги, и не было блока управления, электронного блока управления дверью багажника, я решил попробовать. Ну вот результат. Все работает. Все отлично, по-моему.
все. Всем пока. Подписываемся, ставим лайк. Всем удачи.